Когда Марк, успешный бизнесмен лет 40, решил усыновить ребенка из местного приюта, он понятия не имел, какие эмоциональные американские горки его ожидали. После долгих раздумий он остановил свой выбор на ярком, дружелюбном мальчике по имени Алекс. В первый вечер, когда Алекс пришел в новый дом, Марк был полон волнения. Они вместе смотрели мультики, играли в настольные игры и даже готовили простые блюда. Улыбки и смех заполнили пустые комнаты, и Марк почувствовал, что в его жизни появляются новые краски. Однако уже через неделю Марк получил загадочное письмо от адвоката, и его мир перевернулся с ног на голову. В письме открылась шокирующая правда. Алекс был не просто сиротой, а давно потерянным сыном недавно скончавшегося брата Марка, Эдварда. Нахлынули воспоминания из юности, ссоры, старые секреты и, наконец, болезненное молчание, которое разлучило их навсегда. Марк вспомнил, как они когда-то вместе строили планы на будущее, мечтали о карьере, но ссоры и различия в восприятии жизни привели к тому, что они перестали общаться. Жизнь Марка изменилась после получения письма. Он начал разрываться между прошлыми обидами на брата и вновь обретенной любовью к Алексу. Находясь в смятении, он осознавал, что мальчик стал важной частью его жизни. В каждом взгляде, каждом смехе Алекса он видел отблески своего брата, ту же озорную улыбку, тот же огонек в глазах. Это было одновременно и радостно, и больно. Несмотря на свои внутренние терзания, Марк знал одно наверняка — он не мог повернуться спиной к Алексу. Мальчик уже засел глубоко в его сердце, заполняя пустоту, о существовании которой он даже не подозревал. Каждый вечер, проводя время вместе, они разрабатывали свои ритуалы: чтение книг перед сном, вечерние прогулки и обсуждение всего на свете. Марк чувствовал, как их связь крепнет, несмотря на все бурные эмоции, которые его захлестывали. На протяжении нескольких месяцев Марк продолжал находить в себе силы, чтобы справляться с подавляющими чувствами. Он понял, что, приняв Алекса как своего сына, он не только дарит ему любовь и заботу, но и сам открывает новый мир. В этом процессе он начал залечивать старые раны, как эмоциональные, так и физические, которые были причинены разрывом с братом. Марк осознал, что настоящая семья — это не только кровные узы, но и связи, построенные на любви, доверии и поддержке. С каждым днем их отношения становились все теснее, все глубже. Алекс стал для Марка не просто племянником, а сыном, который, как никогда раньше, принес в его жизнь свет и радость. Вместе они начали творить новую историю, где место старым обидам заняли сплоченность и понимание. И когда Марк смотрел на Алекса, он не чувствовал печали о потерянной связи с братом, а радость от новой жизни, их общей жизни, полной любви, надежды и новых надежд. В конце концов, именно Олеск стал символом о том, что даже в самых темных уголках души всегда можно найти свет, если ты готов его принять.